Агенты осторожно проникли в дом, где все еще царил хаос недавнего разгрома. Они вновь обыскали каждую комнату, но попытки открыть тяжелый люк в полу оказались тщетными. Им удалось обнаружить узкий лаз, ведущий в подвал. Не раздумывая, Елизавета решилась первой спуститься в темноту, где под ногами простирался черный песок, будто живая масса, поглощающая свет и шаг за шагом затягивающая пространство в бездну. Вокруг вас все еще темно. Непроглядная тьма, в которой фактически не отражается поверхности свет, источающийся из ваших осветительных приспособлений. Но тем не менее, каким-то образом вы умудряетесь изучать этот подвал. Елизавета ходит по стеночке, пытаясь хоть что-нибудь найти, натыкается на разные странности. Клим, Нестор, вы же только буквально спустились и еще не успели осмотреться, но давящая темнота уже начинает пробираться в ваше создание, и единственный слабо излучающий свет люк, через который вы залезли, ну, импровизированный люк, естественно, наверху как бы намекает, что выбираться придется там же. Особенно если Елизавета уже успела донести о вас информацию о выходе, который она героически нашла. Но, насколько мне не изменяет память, она вроде как этого не сделала. По-моему, она что-то кричала с подвала. Эту тему. Именно по этой причине вы и стали спускаться, да. Да. Так что вы в курсе, что заблокирован тот выход, который изначально вы планировали использовать как вход. Находясь во всей этой темноте, что же вы дальше-то делать-то планируете? Место, мягко говоря, ужасающее. Может, вернемся Помнится обратно? мне, мы хотели пройтись, по стеночкам дальше, чтобы обнаружить, вдруг там есть еще что-то. И я помню, что что-то там блестело у нас в песочке. Ну, ты даже достала, это были осколки зеркал. А вопрос, вот этот песочек, он на ощупь просто обычный песок. Он холодный. Когда ты прикасаешься к нему, он холодный. Осколки, естественно, не полностью по всему этому песку. Просто Елизавете повезло найти одно местечко, где они лежали. А А, холодный в смысле аномально холодный? ну, для подвала, в принципе, ты можешь подумать, что это нормально. Не липнет, в ботинки не забивается. Просто песок. Песчинки, если тебе это так интересно, гораздо меньше привычного тебе песка. А у нас же с тобой были какие-нибудь, там баночки, скляночки, я не знаю, чё-нибудь, Я во что помню, можно было бы пробу песочка сунуть? Я помню несколько молотков, гвозди, костюм наездницы. Помню много чего, что вы взяли с собой. Но абсолютно не помню, чтобы вы брали с собой какие-то баночки, колбочки и прочее. Я взял платочек, который у меня всегда есть с собой, чтобы подать его Елизавете в трудную минуту. Вот, и набрал ну, сложил его вдвое, набрал в него чуть-чуть песка и завернул аккуратно, чтобы не высыпалось. В Да. кармашек. Хорошо, хорошо. Что ж, давайте предположим, что вы все-таки соединились. Шли на тусклый-тусклый свет друг к другу и стоите сейчас где-то в этом помещении на песке и можете предпринимать какие-то дальнейшие действия. Мне кажется, так будет разумно. Вопрос: мы же полностью все стены обошли и ничего не обнаружили, или мы еще не все помещение прошли? Не все. В тот момент, когда ты дошла до чьей-то кровати или спального места, ты отвлеклась на осколки стекла и не закончила исследование этого помещения. Ну, тогда я говорю: "Ребята, давайте пройдемся дальше, посмотрим, нету ли здесь еще каких выходов. Все, что вот там, я уже осмотрела". Ну, пойдем.
Вы будете просто идти втроем по стенке, я правильно понимаю? Ну, мы только одну стенку еще не досмотрели или обе параллельные? По идее, я, наверное, кругом шла. Ну, ты где-то угол сделала один, ну, считай, половину условное помещение ты осмотрел. Можем на этом А подытожить. напомни, а стены там какие? Каменные, гладенькие. И такие идем, идем, и кто-нибудь там руку. Ну, вы идете явно по стеночке, пытаясь, скажем так, держать фонари на стыке песка и стены, чтобы большую площадь освещать для себя, насколько это вообще возможно в текущих обстоятельствах. Можете кинуть проверку внимания сразу на две вещи, и трое. И кое-что вам подскажу, что вы можете заметить. Скажи мне, пожалуйста, чрезвычайная сложная проверка что-либо зарешает или нет? Ну, один момент могу дополнительно рассказать. Тогда я жгу 3 удачи. Круто. Не жалеет удачу совершенно. Но это хорошо. Это очень хорошо. Итак, кто... Должен же быть какой-то экшон. Ну да, раз Елизавета все прошла, значит, и Клим, Нестор у вас как? Но Отлично. я обнаружил темно. Темно. Действительно, с этим невозможно спорить. Очень темно, ужасающе темно, я бы даже сказал. А Клим, ты внимательно все осматриваешь, да? Да, ну я иду, Нестор впереди, типа темно, темно. Я такой, да, подозрительно темно, ощупывая ладошкой стену и прохожу обычную проверку. Хорошо. Все, кто прошел обычную проверку или не прошел проверку, ну, Нестор, понятно, видит темноту, не суть, ты просто идешь за ними, ну, с ними, скажем так. Неважно, в какой очередности вы двигаетесь, это, в принципе, ни на что не повлияет. По большей части вы замечаете интересный момент. Во-первых, от стены свет все-таки отражается лучше, но поглощается песком. То есть вы можете сделать умозаключение, что именно песок имеет очень слабую, скажем так, отражаемость света. Ну, свет как будто бы не преломляется, а просто исчезает в этом песке. Что само по себе является достаточно странным физическим явлением, которое вряд ли доводилось кому-либо наблюдать. Ну, в естественных, так сказать, условиях. Во-вторых, Елизавета, аккуратно осматривая стену, проходя мимо, высвечивая, ты замечаешь в одном месте, буквально недалеко от кровати, если предположить, что вы оттуда стартанули, ты замечаешь, что на стене как будто бы остались следы, что кто-то царапал стену. Самое жуткое во всем этом, что царапали не какими-то, знаешь, огромными зловещими когтями. Видно, что это, вероятнее всего, следы человека. И даже если ты присмотришься, ты увидишь какие-то остатки ногтя там или что-то вроде того. Я так понимаю, я могу просто тогда вернуться и рассмотреть это поближе или нет, не имеет смысла, просто я больше там ничего не замечу. Это просто стена, на которой ты видишь на уровне, ну, примерно на уровне груди царапины. Как будто кто-то ногтями прям выцарапывал стену. Никаких рядом, типа, креплений под эти, знаешь, кандалы, ничего такого. Именно кто-то вот. Напомни, мы следы жизнедеятельности кого-то находили возле матраса или нет? Да, там Да, пахло девушка, женщиной. мужчина. Ну, я тогда говорю ребятам, что, Клим, Нестор, тут, похоже, кто-то очень отчаянно царапал стены ручками. Возможно, это та дама, от которой здесь пахнет. А почему тут? Может, тут какой-то проход есть? Почему именно дама? Может быть, это дама сюда просто приходила, а здесь кто-нибудь другой был. Это где-то метрах в 2, может быть, в 3 от места, где была как раз, ну, кровать.
условно назовем так. Спальное место. То есть это даже не там. Я почему-то думала, что ты описываешь над кроватью. Нет, это именно дальше. Я Тогда хотел бы... давайте, может, присмотримся рядышком, может быть, присмотримся, прислушаемся, там, короче, почувствовать что-либо, дуновение ветерка, или увидеть щель, или еще что-то, что укажет на возможный выход или что-то еще. Ну да, собственно, я хотел бы осмотреть стену, если там какие-нибудь там щели, которые свидетельствуют о том, что там дверь какая-нибудь скрывающаяся. Постучать, возможно, ее. Что проверить, пустота за ней или нет. Давайте тогда опять Ну, пресловутое внимание используем для вас обоих, уже более, так сказать, направленно. хочу добавить, мало ли, вдруг еще скрытые механизмы там или что-то еще. В любом случае, любые Кирпичик. щели, что-то подозрительное, нетипичное для стены будет для вас являться намеком на присутствие чего-либо. Я это скажу при хорошей, успешной проверке, которая, я так понимаю, не произошла ни у Нестора, ни у Елизаветы. Верно? Ребят, хотите приключений на нашей жо? О, ты хочешь Подождите, там мой легитимный кубик еще реролл? не долетел. Твой, ты тоже присматривался. Ну ладно, давай. Я же говорил, я Легитимный- иду и ощупываю стену, как мне позволяет рост, ладошкой. И ты типа начал внимательно ощупывать, когда понял, Да. что они обнаружили следы. Да, логично. Разумно. Согласен. Звучит как кубы, которые летят очень издалека. Супер Ну, издалека. они просто, знаешь, вот... Как нужно- будто бы из другой страны, я понимаю. Хотя В нет, другой напи- вселенной просто. написано, что они долетели. Ну, ладно, сделаем скидку на доверие. Скажи мне, прошел ли ты проверку? 46, да, прошел. Прошел. Тогда смотри. Ты внимательно ощупываешь какие-то возможные щели в поисках механизмов или еще чего-либо подобного, так же, как Елизавета и Нестор, но ты не замечаешь ничего, что могло вызвать бы твое подозрение. Просто стена, на которой кто-то, возможно, по неизвестным причинам, возможно, даже не по собственной воле, царапал ногтями стену. Вокруг нету ничего, что намекало бы на какой-то проход тайный или еще что-то. То есть в вашу проверку это все укладывается. Ну, в твою, по большей части. А нету никаких там вышибных панелей, скажем так, то, что я могу нажать. Я думаю, ты внимательно все прощупал, и если бы что-то было, я бы тебе обязательно об этом сказал. Мгм. Двигайтесь дальше. Ну, видимо, да. Дабы не перебрасывать еще раз ваше восприятие, я вам скажу следующее, еще в силу вашей предыдущей проверки. Вы буквально через метра полтора, может быть 2, доходите до угла. И угол, понятное дело, ровный, и вы дальше идете по другой стене. И спустя какое-то время вы находите объект, прислоненный к стене, выглядящий как здоровенная рама. То ли от картины, то ли от зеркала. Прислонено к Она стене вот ростовая? так вот. Прислонено к стене вот так. Прямая стена и под углом прислонена. На И все большого остальное формата, да? здоровенная, выше человеческого роста. Ширь, как человек, который может расставить руки. Для того, чтобы детально все смотреть, тут я уже буду просить вас проверку внимания. Но не простую. Это именно проверка на какие-то доп. Умозаключения, которые вы можете обнаружить, потому что я думаю, вы сейчас очень внимательно все и так рассмотрите. То есть большую часть вы заметите и так.
А проверка Какая весьма именно кайфовая. на мелкие детали. Ну и в итоге, Я прям тащусь. кто хорошо прошел? Нестор только, я так понимаю. Если 2 спешу, будет трудное. Ну и да, Ну, наверное. я тут подсказывать не буду, сам решай, списывать, не Да. списывать. Да, списываю. Хорошо. Клим, Елизавета вы вообще не прошли, я правильно понимаю? Так вот, здоровенная рама. Она не пустая. Есть подложка сзади. То есть, грубо говоря, это как... Ну, подложка, понимаете, сзади, на которой уже крепилось зеркало внутрь. Это рама от здоровенного зеркала. Как вы это понимаете? По углам этой рамы остались осколки, покрытые трещинами, не выпавшие. Складывается впечатление, что цельное зеркало, которое было внутри, оно лопнуло. И лопнуло с такой силой, что осколки могли разлететься вплоть до кровати, где Елизавета и нашла какие-то из этих осколков. Возможно, это те же самые, возможно, нет. Часть осколков, покрытых сеточкой, осталась внутри. И, Нестор, ты замечаешь, что за этой рамой нет песка. Ну, то есть немного, но его гораздо меньше. Ну, в смысле, как будто его там не было, и вот тот песок, который попал, он просто вот, упираясь в квартиру, туда вот завалился, да? Как будто бы он из зеркала высыпался, грубо говоря. Вопрос только высыпался ли или являлся частью зеркала? Ну, типа мелкие осколки. И исходное состояние. Кинь проверку интеллекта, Елизавета. Да, закаленное стекло имеет свойство рассыпаться на очень мелкие кусочки. Да, точно. Одно зеркало такого размера могло заполнить пылью своей зеркальной все это помещение. Все верно, Елизавета. Именно так. Я делюсь этим умозаключением с ребятами. Чтобы вы понимали, Звучит примерный... странно. Вы можете оценить примерный объем песка в данном помещении. Основываясь на том, что вы видите пол за зеркалом, то где-то почти по локоть здесь насыпано песка. Естественно, за зеркалом понял. его меньше. Зеркало прислонено вот так вот. Это я все понял. Сколько песка? Тройной стеклопакет. Где-то по локоть. Все это помещение засыпано песком так, что ты можешь, чтобы достать до дна рукой, ты можешь запихнуть Понял. руку почти по локоть. Понял. Вот. А за зеркалом есть участок с полом, который ты увидел как раз. И туда уже намело немного песка, ну знаешь, так вокруг зеркала, горочкой, по чуть-чуть, вот так. Именно подчиняясь естественным законам физики, он туда насыпался. Так бы его, конечно, вообще могло не быть. А зеркало стоит на песке или на полу? Оно достает до пола. То есть оно низ частично засыпан песком. Понятно. Будете еще что-то высматривать, выглядывать, выискивать, придумывать и изобретать? Ну, я полагаю, мы не можем присмотреться к раме, есть ли там какие-нибудь отметки или там а-ля подписи создателя, я не знаю. Можете. Тогда я хотела бы это сделать. Давай. А на раме есть следы крепления какие-то? Нет, она настолько тяжелая, что она просто прислонена. Ну, это понятно. А как будто оно где-то висело когда-то. Да не то чтобы. Ну, типа, если ты с задней стороны посмотришь, то не особо найдешь. Ну, как Окей. правило, такое надо либо в специальные пазы вставлять и чем-то крепить с внешней стороны, потому что что бы ты ни повесил, но оно не просто выглядит тяжелым, оно на самом деле очень Ну. тяжелая конструкция.
И если ты даже ее на что-то повесишь, оно может прогнуться, оно упадет, а выглядит все достаточно таким недешевым. Потому что рама там с какой-то позолотой. Но выполнена в обычном стиле. То есть вам этот стиль исполнения рамы знаком. То есть ничего сверхъестественного тут нету. Никаких заковыристостей. А оно похоже на турецкое или больше все-таки к нашему? Больше к нашему. Ну, как бы, понятное дело, что все друг у друга какие-то техники вырезания рам воровали, но, в принципе, понятно, что, скорее всего, делали где-то здесь. В попытках найти опознавательные знаки ничего, естественно, не находят. То есть ни подписи мастера, нигде сделано, вообще ничего нет. Ничего. Даже если было, то... Они-то не осматривались. Только я осмотрелась на предмет Ну, подписи Клим, Нестор, мастера. и кидайте тогда и задавайте вопрос. Просто лучше задайте вопрос, что вы ищете, а потом киньте проверку. Либо киньте проверку, и я буду отвечать в контексте этой проверки на разные вопросы. Красивая. Красивая, да. Но она такая пожеванная временем, скажем так. Это из очевидных вещей. Вот Нестор хорошо кинул. Задавайте ваши вопросы. Нестор. Собственно, никаких отличительных признаков на раме нет, и, в принципе, эта рама выглядит как типичная рама, которых много. Да, ты примерно представляешь, где обычно мануфактуре какие-нибудь наносят свои эти отличительные там знаки, подписи, кто произвел, когда, но в этих местах нету. Но и оно выглядит пожухлым, то есть она старая по пользованию, там где-то потертости, шероховатости. Там даже банально песком могло перетереть, если он тут хоть как-то двигался. Ну, то есть... Скажем так, по дизайну она... Какой давности рама выглядит? Да не сильно древняя это на самом деле. Ну, ты современник этой рамы, вероятно. Может, она чуть Скорее старше, всего, но это не античная какая-то реликвия. Скорее всего, рама переделана, и нам ничего от этого не даст ответы. Понятно, что песок, по которому мы ходим, это мелкая крошка этого прекрасного стекла, которое там стояло в зеркале. Можно узнать, подкладка в зеркале какая? Ну, то ли фанерка, то ли еще что-то. Сложно сказать. Явно деревянная. Там подкладка имеется в виду то, что раньше делали, чтобы отзеркаливало тебя либо серебро, либо алюминий. Но алюминий достаточно дорогой. Ну, оно, как правило, разлетелось вместе с этими. По каким-то остаткам ты можешь, в принципе, понять, что это серебро, но как бы пока пробу не снимешь, не скажешь. Угу. Ну, то есть надо вернуться к кровати и взять большую осколочку. А нельзя ли большой осколочек взять с рамы? И там есть, там остались осколки. Вот, можно взять. Нужно. А кто берет осколочек? Допустим, я. А ты смотришь в него, когда берешь? Я думаю, было бы странно, если бы ты в него не смотрел. Вот, по-моему, да. Он понимаешь, он не заявил, что он это... Нет, по-нормальному он должен был бы взять какую-нибудь тряпочку и тряпочкой, и тогда он бы в него не смотрел. Ну, во-первых, мы не предполагаем, что он дурак, да, он явно берет его не голыми руками. Скорее всего, он в перчатках. Причем в хороших, я думаю, которые Подожди, не мы пошли на дело. В любом случае. Я про тряпочки имею в виду именно с целью закрыть, потому что мы же специально закрывали зеркала до этого. Ну, тут можно долго спорить на тему того, что вы наткнулись на него в темноте и по-любому посмотрели бы, причем все, но я думаю, когда он берет осколок, он все-таки обращает на него хоть какое-то внимание. Тут хочешь, не хочешь, а в зеркало посмотришь. Вот. И объективно я ни к чему плохому не веду, я просто говорю, что ты не видишь в нем своего отражения. Ты видишь просто что-то мутное.
Я лишь на это хотел обратить внимание, Нестора, что когда ты Э, берешь... То есть, Лю... э, Да, то есть я смотрю вот в зеркало и вижу просто условно как какую-то дымку в нем, без каких муть. признаков движения чего-либо. Ты видишь муть. Вот знаешь, если вокруг прям до черноты темно, то там серо темно. Ну, грубо. Он видит муть, очертания свои или Нет, просто муть? просто Бесформенную. муть. Вот как ты зеркало серо-черной гуашью зальешь и будешь туда смотреть, вот то же самое он видит. Ну, я, собственно, Нам обращаю рассказывает внимание это. остальных. Мгм. Я слышал, в Англии есть похожее зеркало в одном старинном замке. Говорят, по преданиям показывает то, чего ты так сильно жаждешь. Серая гуашь? Это уже Нестор, ты к этому видишь? Ты Сейчас бы, мог. Пошел. сейчас бы красок. Ладно. Вот, я так понял, ты после этого заворачиваешь куда-то, ну, для того, чтобы как раз сохранить как Ну улик. да, я тоже какой-нибудь поток заворачиваю. Мгм. Ну и какого размера этот кусок зеркала? У тебя был богатый выбор, на самом деле, размеров осколка, Ну, который ты хочешь как- взять. Хочешь вот такой бери, хочешь вот такой, хочешь вот маленький прям совсем. Там много, по краям осталось много таких окей. разбитых осколков. Ну, я хотел бы, наверное, какого-нибудь вот такого размера кусок Сердечко, найти. я понял. Ну, ты долго искал, нашел. Не сердечко, прямоугольник. Хорошо. И, наверное, заворачивая, засыпать туда еще много песка, чтобы снизить риск того, что оно разобьется при транспортировке. Хорошо. Ну и куда-нибудь к себе в камзольчик. Я думаю, Да. Хорошо. Что-нибудь еще вы хотите сделать, найти, смотреть, оценить? Ну, пройти дальше по стенке, как минимум. Хорошо. Вдруг там что-нибудь Мне еще. вот знаете еще что интересно? Вот чисто теоретически мы могли бы как-нибудь осмотреть, есть ли что-то на полу в этой комнате, типа еще одного подпола. Надо было лопату еще с собой тогда брать. Там же Точно, там же по локоть. по локоть. Виски. Итак, вы дружным строем пойдете замыкать, так сказать, свой круг по помещению. Правильно? А Да. зеркало оставить. Что ж, тогда киньте мне еще раз проверку вашего внимания. Елизавета сегодня крайне рассеяна. Что ж, это бывает, зато Нестор сегодня максимально сконцентрирован, я смотрю, прям подмечает каждую деталь. На самом Которых там, деле, небось, нет. да, там ничего нет, это я вот так в глобальном плане. Но раз Нестор такой хороший бросок совершил, я скажу, что пока вы идете, ты осматриваешь еще и песок и находишь там осколки. И, в принципе, это подтверждает вывод, который можно было сделать ранее, о том, что, вероятно, из этого зеркала осколки разлетелись по всему этому помещению. То есть что-то повлияло на это зеркало так, что оно не просто лопнуло и рассыпалось, а что оно разлетело. Либо какие-то другие будто- зеркала здесь фигурировали, но рама лишь одна. Как будто направленный взрыв. А можно мою проверку еще распространить на остальную комнату? А если что-то еще в этой комнате? И, в принципе, какого размера эта комната? Ну, считай, где-то 9 на 6. Прямоугольная. Может быть, 10 на 6. Ну, так примерно. Ну, понял. А в принципе, там, условно, прохожусь по диагонали. Есть что-то еще в этой комнате, кроме вот этой импровизированной кровати и рамы? Песок. То есть из мебели ничего больше. Мгм. Мы понимаем, что это не импровизированная кровать, это обычная кровать, просто ее немножко подзасыпало. А ты копаешь? Ну, ты проверяешь эту догадку? Ну, наверное, да. Но руки у меня в перчатках, хочу немножко раскопать, чтобы понять.
Твоя догадка верна. Ты действительно копаешь, понимаешь, что это не просто матрас, брошенный на песок, что там на самом деле наращивали эти матрасы. То есть там есть каркас где-то снизу. Возможно, Там случайно трупика нету. возможно, там есть что-то еще. Возможно, то, что вы все это время искали, могло бы находиться под песком. Но проблема в том, что слой песка неравномерный, и понять, где что могло находиться, непонятно. И если там вообще что-то под этим песком, тоже непонятно. Опять же, копая, есть риск напороться на осколки стекла, от которых может не защитить при активных раскопках перчатки или рукава вашего камзола. Ну, либо костюм наездницы, кто будет копать. Копать можно молотком. Я вот тоже об этом думаю. Ну, сгребать. Это не особо эффективно, но лучше, чем ничего. Ну, решайте. Если вы собираетесь копать, то, как говорится, кто я такой, чтобы вам помешать? Как У нас минимум, есть сколько инструментов, которыми можно было бы копнуть, сгребсти топор есть с или собой? что-то сделать. Топор я не помню. По-моему, вы не брали топор. У вас были ломы, молотки. по-моему, мы говорили про топор. Ну, даже если у вас будет один топор, я думаю, можете копать. Не, нам Я просто чтобы каждый мог копать. Ускорить, так сказать, процесс. Хорошо. Вы все я будете копать хотел бы, вокруг кровати? я хотел бы, наверное, докопаться до кровати, чтобы понять, что это вообще за кровать такая. Условно, хотя бы стоимость оцените. Хорошо. Ты будешь копать под кровать. А Елизавета, Клим, вы будете копать там же? Ну, просто рядом? Или Да. помогать, или как? Ну, мы будем откапывать, я буду помогать Нестору откапывать кровать. Елизавета тоже? Для начала да, и если мы там ничего не найдем, я хотела бы раскопать немножечко там, где были вот эти царапки. Хорошо, давайте тогда начнем с области вокруг кровати и Вопрос. М, А вот эти царапки были на уровне относительно песка или относительно пола? Относительно песка. То есть, если взять за средний рост, ну, что-то между тобой и Климом, например, то вам обоим пришлось бы поднимать руку, чтобы вот так царапать стену. Потому что на данный момент это выглядит так, как будто царапали вот в районе вот груди. Так, кидайте проверку вашей ловкости, товарищи археологи. Я просто был в шаге. Да. Ну, вообще это Чрезвычайно сложное. за него приличное количество времени. Ваши раскопки, потому что инструмент у вас неподходящий, песок мелкий, вот этот вот черный, так и норовил, плюс при отсутствии нормального освещения, кое-как подсвечивая себе фонарями, это все приобретало странный, скажем так, фактически нереалистичный оттенок. Но, тем не менее, детство у каждого из вас явно прошло не зря, копаться в песке вы научились, поэтому, пусть и особо без успехов Клима и Нестора, хотя Нестор вроде прошел проверку. Нет. Вот без успехов Клима и Нестора Елизавета фактически собственными силами докопалась до кровати. И когда ты поняла, что молоток, которым ты копала, помогала себе копать все это время, начал постукивать по полу, ты начала немножко разрывать песок вокруг и достала из-под кровати туфлю. Эх, я думала, череп. Ты знала декорацию? Теперь у меня будет больше возможностей копать. Ты можешь копать туфлей. Да. Ты нашла же туфельку. Вот, а Золушку не нашла. Чей туфля? Один туфля. Зато... Вопрос. У нас есть лом. Мы можем этот лом воткнуть в песок? Или он не войдет?
Я думаю, вы не единожды это делали, пока пытались копать. Нет, не в этом плане. В плане как-то пройти по помещению, потыкать лом, чтобы смотреть, какая глубина. Да, ты можешь этим заняться. Возможно, там есть какая-то мебель засыпана еще. Но это уже последующие действия. Вот вы Да. закончили, считай, с раскопками кровати, дальше можете как-то либо разбрестись, либо вместе что-то делать. Вот. Я, как и говорила, хочу раскопать там, где были царапки. Потому что если это было на этом уровне, есть вероятность, что когда оно стояло внизу, то царапали сверху, я не знаю, и по возможности подсветить чуть выше, чтобы увидеть еще, что творится ближе к верху, может быть, там вверху что-то есть. Окей, Клим, ты что будешь делать? Хм. А я проверю, веревка у нас еще и висит или нет. Устал. Решил к веревке пойти. Хорошо. Не, Вот. я на самом деле я думаю присесть, закурить трубку, И подумать. авось немножко огня от трубки что-нибудь будет делать и посмотреть, ну, поднести спичку к самому стеклу, будет ли проходить какой-нибудь эффект. Может, оно очень быстро начнет плавиться, может, вообще не начнет плавиться. Хорошо. К твоей попытке Любопытно. расплавить стекло огнем спички мы вернемся чуть позже. Начнем мы, пожалуй, с Елизаветы. Елизавета, ты копаешь там, где были царапы. Давай опять свою ловкость героическую. Недюжую. Ловкость еще лучше. Да, тренировки не прошли даром. Вот, копать молотком не каждый умеет, но у тебя получается. И ты действительно... Пойдем, теперь я их туплю уже копаю. У меня уже ты- более маневренная. Хорошо, на самом деле ты копаешь туда, где, ну, примерно в области вот этих царапок, от стены отгребаешь кое-как песок и находишь там пол. Закономерно. Вот, можешь, в принципе, осмотреть его и смотреть над царапками, попытаться как-то туда подпрыгнуть, посмотреть. Я не знаю, как, в чем твоя, что ты хочешь там найти, но смеха ради. Это я изначально хотела сделать, прежде чем копать. Чтобы, ну, зачем рыть под ногами, когда надо посмотреть наверх. Ну, ты в любом случае кинь внимание, и мы выясним, ну, что у тебя там произошло. А мы потолок видим над собой? Вы видите там темноту и чуть-чуть углы потолка, которые все-таки имеют какую-то светоотражающую свойство. Я прошла проверку. Хорошо, ты ничего не нашла. И внизу, соответственно, тоже, или внизу надо отдельный бросок? И внизу тоже ничего не нашла. Ну, пол. Вот. Не знаю, устраивает тебя пол или нет, но тем не менее. Итак, пока Клим проверяет веревку, которая, кстати, на месте, Нестор, ну и закуривает, Нестор ходит с ломом и прощупывает почву на предмет, вдруг тут можно что-то посадить. Или кого-то. Вот. И я хочу, чтобы Нестор прошел проверку удачи. Потому что лишь удача позволит тебе что-то найти в комнате полной песка с помощью лома. Действительно прошел. Но... Блин. Не-не-не, я верю. Удача я видел. 34 на Дайсе 4. Что ж, мне придется самому бросить кубик на предмет того, что же именно ты там найдешь. Вторую туфлю. Нет, ну я не настолько жестокий. Такого быть не может. Это очень хороший бросок удачи получается. Ты ходишь, проверяешь, и каждый раз ты слышишь глухой стук. Да? Каждый раз бум-бум-бум. И в какой-то момент тебя привлекает бдзеньк. Это странно. То есть твой лом ударяет почему-то, что как будто металлическое.
Мы, я понимаю, так слышим тоже этот Нет, зеньк и можем... Нет? он чисто, знаешь, на уровне почувствовал звук сквозь руки, просто сквозь лом. Тут вот примерно просто интуиция подсказала ему, что вот здесь вот как-то иначе прозвучал удар ломом по полу. Ну, я привлекаю остальных к этому внимание. Погоди, эксперимент Клима. Так вот, Клим, что ты хотел проверить? Ну, поплавить немножко этого порошка песка, вот. Порошок песок не горит. Это не порох. Не плавится. Не плавит. И даже от огня не отражает. Греется ли? А, да, и еще один. После того, как его попытался поплавить, я его докасаюсь, он горячий, нет? Нет, он холодный. Мистика Холо- какая-то. Холодный в плане как будто не нагревался. Угу. Вот как был прохладный, ну такой холодно-прохладный, так и остался. Подвальной температуры назовем. Знал я, что один дед кидал кольцо в камин, и оно потом холодным оставалось. Не знаю, как он это сделал. Он вроде еще с внуком сидел. Ты с внуками, когда сидишь, и не такое привидеть. Вы собрались вокруг Нестора, который, кажется, что-то нашел? Ну, он позвал, мы подошли. Если он нам это сказал, то Да, да. ну он вас зазывал. Я просто отвлекся на Клима, который грел песок. Но там, судя по всему, что-то есть. Судя по всему, Я что-то ступлю и иду металлическое. к нему. Ступлю и молотком. Клим со спичкой песком. То есть у вас идеальная вообще Не-не-не, пати. я просто с трубкой иду такой. Песок холодный, сколько не грей. Будете ли вы копать? Я не буду вас отягощать в очередной раз проверкой ловкости. Я думаю, за такое количество попыток раскопок археологических вы уже настолько примостились, что вряд ли кто-нибудь из вас неаккуратно обо что-то порежется. Тем не менее, в какой-то момент действительно пальцы сквозь песок начинают что-то прощупывать. Приложив некоторые усилия, вы понимаете, что там некий объект, который из песка можно извлечь. Направив все свои фонари и достав этот, достаточно легкий объект из песка, когда песок с него съезжает, вы обнаруживаете то, что Клим и Елизавета вам уже доводилось видеть. Вы обнаруживаете маску, которая была на графе Воронцове. День его гибели. Но это маска искорежена. На ней осталось что-либо от графа Воронцова? Если ты ее развернешь, да. То есть, грубо говоря, наше то предположение, что его будто бы кто-то резко рвануло на зеркало, как раз подтверждается Сим. Нет, Сим подтверждается, что вы нашли под песком в подвале маску. Но это было где-то вот перед рамой, которая разбилась огромной. Не. Это было бы логично, что типа его что-то рвануло, он разбил этим всем зеркало, пронесясь, маска точнее. Тело-то ж там осталось. Пронесясь сквозь пространство. В таком случае ты можешь подкрепить это только тем, что с этой стороны оно вылетело как на пушечный выстрел и долетело почти чуть дальше середины этого помещения, там, где Нестор как раз-таки настукал эту маску. Я могу как-то проанализировать это возможно вообще, с учетом траектории полетов? С точки зрения реального мира и вот законов это невозможно.
С Блин, точки ну зрения что? мистики, возможно, все. Так что что ты тут будешь анализировать? Если некая неведомая сила стянула вместе с лицом с графа Воронцова маску, запулила эту маску в зеркало, стоящее в усадьбе графа Воронцова, и со всей дури выстрелила этой маской из зеркала, стоящего в подвале на Камер-Коллежском переулке, то, наверное, да. Такое могло быть, если, конечно, ты хочешь в это верить. Если ты в это веришь, то кинь, пожалуйста, проверку рассудка. У меня есть догадка, что все-таки маска прошла сквозь зеркало, и когда попытались его и маску снять, маска не снималась. Соответственно, и части графа и остались на маске из-за этого. И когда маска все-таки оторвалась от лица графа, то зеркало лопнуло как с одной, так и с другой стороны. Короче, я выбросила меньше, чем у меня максимальный рассудок. Я ж прошла нормально. Или я схожу с ума. Сходишь с ума ты в любом случае. Но без последствий пока что. Так. И вот вы сидите в песке. Смотрите на эту маску. Я напомню, что она покорежена. Она была целой, когда Клим и Елизавета ее последний раз видели. Теперь же она выглядит так, как будто по ней молотком стучали. Это явно была не Елизавета своим молотком. И не Нестор своим ломом. Это как будто бы чей-то кулак ее бил. Сложно определить, просто искореженный материал. Там была золотая или золотая такая маска красивая. Вот. А сейчас она Какой искорежена. вопрос? Мы можем понять, ее искорежили, так скажем, снаружи внутрь или наоборот? Ну, куда били? Ну, понятное дело, что по лицу. Ну, типа, она... Ну, маска у нас какая? Вот такой формы. Она надевается на лицо, поэтому она такая выпуклая. А вот сейчас она в некоторых местах впуклая. Если бы ее пытались разбить, возможно, ее пытались бы разбить как раз-таки с другой стороны. В любом случае, нам эту маску нужно с собой забирать, во что-то заворачивать. Разумеется. А эти повреждения выглядят так, как будто кто-то ее пытался сломать, или как будто что-то другое произошло. Сложно сказать. Она не выглядит настолько, знаешь, настолько прочной, чтобы ее нужно было пытаться сломать. То есть, грубо говоря, топор, который у вас есть, если им рубануть по маске, она на две части развалит. То есть это не какое-то сверхпрочное изделие. Выглядит... То есть, скорее всего, что-то с ней случилось другое. Кинь оценку. А не целенаправленное. Кинь просто оценку, я тебе скажу детально. А я могу тоже оценить маску? Ну, можешь, в принципе, да. Все решили оценить маску. Какая маска. Ой, красивый лоскут кожи сзади. Ну, лоскут кожи, там целое лицо, между прочим. Вот. Ну, уважай графа. Его могли уже тут песочком немножко постереть, так что... Ну, чуть-чуть, да. Пахнет она, кстати, не очень приятно. Вот, я так понял, почти все прошли, да? Я не Или- пришел. Я не прошел. Никто не прошел. У нас оценка не прокачана вообще. Там надо было кинуть, мне кажется, крит, чтобы пройти. А я думал, у кого-то прокачано. Ну ладно, не Я буду прокачан, больше но вас я не прошел. душить оценкой. Короче, это там... Вы уже оценивали эту маску, так или иначе. В общем, она дорогая, явно импортная. Вот. И повреждения на ней не выглядят так, как будто кто-то пытался ее уничтожить, разрушить. Просто как будто бы с ней как будто по ней телега переехала. Вот.
нечаянно. Или лошадь на него наступила пару раз. Или кто-то очень сильный, кто мог с одного удара комод сломать, мог ее покорежить. Бывает такое, да, мог. Ну, в принципе, такой человек может и лицо как бы с маской отодрать, если он настолько сильно может покорежить мебель деревянную. Ты можешь сделать такое умозаключение, да. Вот. Я на всякий случай делюсь моими партнерами, коллегами. Мгм. Вопрос в том, удовлетворены ли вы количеством собранного здесь? Ну, или хотите еще что-то поискать? Или еще какие-то мысли есть? Я боюсь, что мы здесь вряд ли уже что-нибудь найдем. Хотя Нестор, наверное, прощупал только половину, да, помещения. Не, он простукал все, просто в какой-то момент ему повезло. А сколько времени? Вы не знаете. Если у кого котлов, конечно. Время уходить. Есть, ну, еще не рассвет, но учитывая погоду, вы понимаете, что на улице уже светает. А, Уходя, я, наверное, хотел бы засыпать все, что мы накопали. Чисто на всякий. В смысле, чисто ножкой подгребсти или прям... Чтобы не бросалось в глаза, что тут кто-то что-то копал. Это займет время. Сколько? Ну, я думаю, минут 20 точно. Если он попросит нашей помощи. Минут 15. Если всех троих. Один он будет 20 минут это все закапывать, а втроем 15. Как А так? вдвоем? Напомню, у нас очень опытный копатель с туфлей. Ну да ладно, 10. Ну, короче, недолго. Но это займет время. Ну, недолго, но время. Давайте Ну. закопаем, что. Давайте закопаем. Ну, всячески минимизировать, что Вы, чтобы я надеюсь, здесь не... были. Вы втроем ходите к одному месту, ко второму, к третьему закапываете, или вы все-таки разделились, чтобы ускорить Разделились, процесс? конечно, чтобы ускорить процесс. Тогда говорите, кто Вот, куда я ещё- пошел. Закапываю то, что я раскапывала. То есть у стены, где царап. Хорошо. Ну, я тогда, наверное, дырку от маски. Ага. Хорошо. Лим. Я прохожу по периметру, наши следы выметаю, чтобы казалось, что мы тут не ходили. Кровать не будешь закапывать? Ну, я дойду до кровати и буду начинать копать кровать. Хорошо. Спустя действительно минут 10, может быть 12, просто надо дойти туда-обратно, вы в итоге собираетесь, я так понимаю, у веревки, ведущей наверх. Да, я всячески говорю Нестору с Елизаветой, чтобы они побольше повозюхали ноги, чтобы следов меньше было видно, что мы тут вообще, что здесь кто-то вообще был. Мгм. Разумеется. И вот дилемма. Вам теперь предстоит вылезть. Вы можете облегчить себе ситуацию, если скажете, как вы можете помочь друг другу, например. Я из них самая легкая, так что меня надо подсадить. Ну, с тобой проще всего, да. Если тебя первую подсадят, у тебя будет самая простая проверка. Но пассажирам, разумеется. Но мы это Ну, Э, делаем скажем, вдвоем. Да. И страхуем, скажем так. Ну, На вы ее всякий. подсаживаете, прям, я думаю, вы вдвоем ее даже каждый за свою ногу можете поднимать, и она по веревке, и так почти достанет уже до этого люка, ей только туда нужно будет залезть. Поэтому, раз вы ее страхуете, я даже проверки у нее не буду никакой просить, просто по той причине, что, ну, вряд ли, даже если она сорвется, вы ее поймаете. Какой смысл? То есть, даже если не с первого раза,
Елизавете удастся Мне кажется, залезть. при должной сноровке мы ее вообще можем чуть ли не закинуть туда. Ну, закинуть нет, но прям нормально так вытолкнуть наверх, я думаю, два мужика справятся. Вот. Плюс она ловкая, как мы сегодня выяснили, и вполне себе в костюме наездницы сможет туда забраться и Да. протиснуться. Проблема в том, что никого из вас она вытащить, наверное, не сможет наверх. Ну почему? В принципе, мощь у нас с Нестором, насколько я помню, одинаковая. Ментальная мощь. А сила, по-моему, примерно одинаковая. Ну, это не значит, что ее много, и не значит, что вам простая проверка нужна. Кто полезет далее? Нестор. М? Мгм. Ну, ты ему также можешь помочь. Ну, Он я ему будет помогать помогаю, чтобы снизу, он, да, а я снизу. попытаюсь помочь ему сверху. Чуть-чуть подтягивая тоже. Хорошо. Нестор. Только мы сначала, я прошу его, чтобы он немножко оббил подошву, чтобы на меня ничего не сыпалось. Так же, Хорошо. как и с Елизаветой. Вот. Чтобы когда я ему буду помогать, чтобы мне там ничего не засыпалось в глаза, чтобы я не ослеп случайно. Хорошо, Нестор, мне понадобится твоя ловкость. Это обычная проверка, которую тебе надо пройти. Что ж, Клим подсаживает тебя, ты цепляешься за веревку и начинаешь лезть. Спустя какое-то время ты проползаешь по веревке наверх и понимаешь, что тебе не хватает буквально вот чуть-чуть вот зацепиться за этот край, чтобы подтянуться. А ты прям вот, знаешь, трогаешь край пальцами, и они начинают соскальзывать. В принципе, Елизавета, ты можешь попробовать его поймать. Потому что Я ты понимаешь, обязательно попробую это сделать. ты понимаешь, что он прям ускользает по веревке вниз, то есть не прям отпускает ее, падает, как в кино, а именно вот по чуть-чуть соскальзывать начинает. И это будет твоя проверка силы, чтобы его схватить и удержать. И полетело вниз двое. Не прошла. Нестор, она хватает тебя за рукав, пуговицы отрываются, рука проскальзывает, и ты падаешь к Климу, который, я не знаю, либо поймает тебя и чуть-чуть отойдет, либо просто отойдет, и ты плюхнешься попой на песок абсолютно без последствий. Я напоминаю, тут мягкий песок все-таки. Я просто вижу, как Нестор падает мешком вниз. Справедливости ради, это не очень высоко, и упал ты на мягкое, поэтому никаких повреждений или травм ты не получаешь. Но просто обидно. Встань, тряхнись и давай еще раз. И я стою, чтобы он ногой встал, как в стеме. Ну, стою, отряхиваюсь, пытаюсь собраться. Та же самая проверка. Вот видишь, можешь же, когда захочешь. А чрезвычайная. Ну да, тебе даже помощь, в этот раз тебе даже помощь Елизаветы не понадобилась, видимо, адреналин, уязвленное самолюбие от падения, и ты на морально-волевых буквально вылетаешь туда наверх. Клим, остаешься на дне, так сказать, в данной ситуации Не исключительно ты. привыкать. Приглушенные, ты слышишь радостного Нестора Елизавету, их голоса, доносящиеся сверху, слабый тусклый свет, вот этот, в который тебе предстоит отправиться наверх, как это символично думаешь ты, и уже, в принципе, ты готов забираться. Скажи мне, как ты планируешь это сделать? С разбега на веревку прыгнуть или с места просто начать залезать? Для начала я все наши инструменты, они же у нас в саквояже были, я хочу саквояж привязать к веревке. Хорошо. Тебе это удается. Вот, чтобы мы ничего, Чтобы мы вытянуть ничего потом. не Я забыли. понял. Да, это Да. разумно. Ну и потихоньку хочу начать залезать. Я еще так чуть-чуть поднимаюсь, ногой обматываюсь вокруг веревки, чтобы можно было на нее еще как рычагом встать. А, Вот. погоди. Забыл сказать, в тот самый момент, когда ты хочешь поднять ногу, чтобы обмотать чуть-чуть веревки, ты понимаешь, что твоя нога по щиколотку находится в песке. Тогда я
делаю это быстрее. Да, но песок не дает тебе поднять ногу. Я кричу: "Клим, что у тебя там? Почему ты не поднимаешься?" В этот момент я обматываю вокруг себя веревку и кричу: "Тяните меня, иначе я останусь здесь!" Истерически. Истерический Вот, крик. собственно, и практически истерическим я начинаю тоже тянуть, толкая в бок Нестора. Да, Он я тоже. начинает тянуть и понимаете, что веревка не поддается. Клим, ты видишь, как ты начинаешь потихоньку уходить в песок, включая саквояж и прочее, вместе с веревкой. Это происходит не быстро, но песок как будто бы затягивает тебя. И раз уж ты истерически крикнул, пройди, пожалуйста, проверку своего рассудка. Хорош свет. Я просто сравнивал, сколько у меня должен быть рассудок, да, я прошел. Хорошо, ну, несмотря на, на истерический крик, ты все еще держишь себя под контролем, ты очень грамотно сделал, обвязав себя веревкой, и теперь твоя жизнь, видимо, полностью зависит от Елизаветы и Нестора, которым нужно пройти проверку силы, чтобы вытянуть тебя. Я полагаю, что даже если я сожгу еще удачи, это не поможет, да? Каждому надо пройти. Вы тянете Клима и даже чуть-чуть его приподнимаете. Клим, ты чувствуешь, что немного вырываешься из песка, но в какой-то момент, видимо, слабость бьет по Елизавете и Нестору, веревка срывается из их рук, немного проскальзывает, и ты уходишь глубже, и песок будто бы расступается перед тобой. Ты понимаешь, что вязнешь сильнее, как будто бы уже уходя по пояс, хотя вы прекрасно знали, что расстояние до пола гораздо меньше. Елизавета и Нестор, вы можете вытянуть его и еще. Клим, ты можешь пока подумать, вдруг кто-то тебе придет в голову. Я кричу: не резко не тяните, может быть, это как зыбучие пески. Я стараюсь не шарохаться, расслабился полностью, вот, чтобы меня потихоньку вытянули. Хорошо. И, судя по всему, они оба прошли, а Елизавета еще мега чрезвычайно. Практически кританула, да? Нестор, ты видишь, как мышцы напрягаются на руках Елизаветы в очередной раз. Просто там Это чуть ли не трескающийся ковер, как в окне. костюм наездницы Капелька трещит пота по вот здесь вот швам. стекает и прям вот сюда. Она ревет, ты ревешь, Клим молчит и не дергается, и вы его как тяжелую рыбину начинаете вытаскивать. Клим, ты понимаешь, что песок расступается. И тебя тянут. В какой-то момент ты понимаешь, что твои ноги свободно болтаются, и можешь, в принципе, даже попытаться помочь ребятам тебя достать. То есть как-то там обмотать одной ногой веревку, чуть приподняться и все, что ты хотел сделать. Тем не Ну, я, в менее, принципе, так и делаю, но в основном расслаблено, чтобы они меня вытянули, чтобы я хотя бы смог опереться рукой и уже залазить. и да, и Елизавета с Нестором сделали отличное для тебя усилие с рывком. Они вынули тебя из песка, они дали тебе возможность достать до люка. Теперь все зависит исключительно от тебя, от того, сумеешь ты зацепиться или нет. Текайте, хлопцы! Давай рероль. Легитимный реролл есть у тебя, да. Что ж, ладно, легитимный реролл. I'll be back. И ты хватаешься за выступ и затягиваешь себя внутрь. Поздравляю, ты... Это сначала, скорее всего, было так. Одной рукой я пытаюсь дотянуться, пальцы соскальзывают, а потом такой второй рукой пытаешься туда забраться, и как уже в две руки выкидываешь и вытягиваешь себя. Да, так это, я думаю, и выглядит. Вы видите, как Клим, уставший, но довольный, вылезает к вам.
Клим Петрович, что случилось? Что там? Не знаю, магический песок из стекла, которая лопнула. И я проверяю, привязана ли сумка. Мы сумку все сложили, и маску, скорее всего, тоже. Ты знаешь, там Елизавета так поднапряглась, что я думаю, она вытянула и сумку вместе с тобой. Ну и плюс ты вряд ли просто так обмотал, ты, наверное, хорошо привязал, поэтому на месте. Ну да, я знал, что там все тяжелое всякое. Плюс еще и себя. Да. Не, а что произошло? Мы ходили ведь по этому песку. Все нормально было. Ходили, когда пытались уйти, видимо, не просто так те царапины на стене были. И этот песок кого-то поглотил. Мог быть и я в этом песке. А он более жидким стал, его больше стало. Его стало больше, как будто бы зыбучие пески. Могу ли я после его слов вспомнить, когда я копала у стеночки, где царапки вниз уходили или нет? Не уходили. Тем не менее, на улице еще не наступил рассвет. И я думаю, вы вполне себе, прикрыв, так сказать, дыру, раз уж вы скрываете свое присутствие, можете покинуть это. Ну и, вероятно, Ну. мы как-то попытались привести люк, который мы немного раздербанили в тоже нормальный вид. Я думаю, ковром накрыли, да и все. Да. Которым он и был накрыт изначально. Ну, более-менее прибрались, насколько позволяло время, и Мгм. отчалили к экипажу, который стоял на другой стороне улицы и ждал вас. Молчит ночь в тиши, с востока ветер несет незримый рок. Молчит ночь в тиши, и бюро стоит на границе света и снов. Старый враг не спит, он ищет ключи к забытым вратам и богам. В Москве тихий зов, император следит, как мы сражаемся там. Тьма тихо плывет, но свет не угас. Ветры судьбы не сломают нас. Тени боков где-то ждут за углом, но бюро станет твердой стеной перед злом. Шепчет нам ночь о забытой войне. Мы храним свет на пути к тишине. Сквозь веков холодный поток мы держим свой путь, побеждая злой рок. Враг собирает осколки веков, готовит последний удар. Древние боги взирают из мрака, кто клюнет еще на их дар. Империя ждет, что наше бюро будет быстрее, чем враг. Чтоб людям простым не пришлось бы взирать на подступающий мрак. Тьма тихо плывет, но свет не угас. Ветры судьбы не сломают нас. Тени боков где-то ждут за углом, но бюро станет твердой стеной перед злом. Шепчет нам ночь о забытой войне. Мы храним свет на пути к тишине. Сквозь веков холодный поток мы держим свой путь, побеждая злой рок. Ночь снова близко, но в сердце Москвы горит яркий наш светный удар. Древние боги тайны
Тайны и страхи остались за спинами тех, кто в тени всегда охраняет покой граждан великой страны. Тьма тихо плывет